Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Будь осторожна, скрытый враг. Кому тебе не нужно доверять. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца, один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада общий не забываем. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Интересно. Трансформация тут ваша. Сейчас уточню. Сейчас. Так. Солнышко, это вы? Это о чем? Так, мне показана женщина, которая после какой-то потери, утраты, у кого-то взаимоотношения, у кого-то разочарование, может быть, в личной жизни, в принципе, да, разочарование в каком-то мужчине. Сейчас обретает гармонию, спокойствие. Какое-то время продолжительное, тут видите, как будто как фантом какой-то присутствовал в жизни этой женщины. У кого-то еще до сих пор, может, как остаточное явление присутствует. И эта женщина также, этот фантом, он присутствовал в ее жизни, видите, вот как за горло ее держит. На физическом плане люди могут быть, по раздельности жить, да, может быть, вообще в разных странах, на разных континентах. Но ментально, когда как призрак, вот, может быть, даже отчасти не дает женщине или не давал простраивать нормально, гармонично свои последующие взаимоотношения, может выстраивать с кем-то. То есть не зря тут и она его как-то поддерживает, то есть она осознанно, эта женщина даже где-то не отпускала образ этого мужчины, может быть, последующих мужчин. В принципе, окружение какое-то свое мужское она сравнивает или сравнивала с ним. Настолько он для нее этот значим был мужчина. Сейчас как будто обретаете гармонию. Понимаете, что если вы себя не возьмете в руки, то кто это сделает за вас? Да, никто. Для себя уже где-то определили четко, с каким типажом мужчин вам не по пути. Это типаж, вот тут карта павлин, самовлюбленный мужчина, который себя ставит на пьедестал, эгоистичный, который в первую очередь свои потребности все закрывает, а потребности ваши это уже там второй, третий вопрос, да. Невозможно с ним, насколько бы там не были ваши эмоции сильными, но все равно выбираете себя счастливую, а не влюбленную, да, а не раненую какими-то токсичными взаимоотношениями. Вы выбираете свое здоровье, себя выбираете. Тут, скорее всего, так даже. Так, мужчина на самом деле очень яркий, и такие мужчины привлекательны для очень многих. Он очень умело может распускать вот это вот оперение, вот это павлин, но и при этом камуфлировать то, что старательно прячет, да, камуфлирует, там, может быть, какие-то нюансы, да, у каждого из нас есть теневая сторона, есть какие-то моменты в жизни, о которых мы предпочли бы умолчать, промолчать, да,
скрыть даже. Но вот у этого мужчины просто вот эта разница существенная между тем, как он себя позиционирует, насколько я там ресурсный, мачо, там, супер востребованный. И вот эти вот какие-то истории, они, смысл такой, что это огромная разница. Если бы вы изначально знали об этих историях, вполне возможно, такая картинка бы и не создавалась перед вашими глазами об этом мужчине. Может быть, не влюблялись бы и вы, и остальные в него вот так вот. Так, тут какая-то даже идеализация идет этого мужчины. Потом, когда узнаешь о каких-то нюансах, очень не очень хороших, то картинка разрушается, и тем болезненнее она. Знаете, как вот эти розовые очечки с стеклышками внутрь, да, разбиваются. Вот тут как будто бы невозможно. Невозможно, это опыт. Невозможно, вы для себя уже примерили вот эти взаимоотношения, вы говорите, нет, такой типаж мне не подходит. Я с таким не смогу. Мне нужен совершенно другой для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы в любви, в уважении быть, жить, находиться. Мне нужен совершенно другой типаж мужчины. Так, карта Солнца. Тут, скорее всего, выход из какого-то лабиринта мне показано. Может быть, длительное время блуждали, при этом была сексуальная, может быть, зависимость, тяга к этому мужчине. Действительно, он для вас был значимым, интересным. Но Солнце — это, с одной стороны, детское, с другой стороны, эгоизм. Я тут буду считывать, как будто бы вы говорите, пора вырасти, где-то избавиться от каких-то ненужных иллюзий, как будто бы хватит по тем же граблям бегать. Тут как будто бы я выбираю тут гармонию, спокойствие, у кого-то спокойные, зрелые взаимоотношения, может быть, с другим мужчиной, стабильность во всех смыслах. Тут вот как-то так мне идет. Ну, как будто бы уже четко приоритеты расставлены. Вы знаете, чего вы хотите. Точно знаете, каких не хотите взаимоотношений. Опять-таки, опыт, который вы извлекли из этих взаимоотношений по поводу того, что тут, скорее всего, ваша детскость в чем, если можно так это считать, желание, видите, тут карта человека, который разбрасывает эти купюры, банкноты. Это, скорее всего, человек, который чисто по-детски хотели вы, может быть, этого мужчину, как вам сказать, обаять, влюбить, по-детски искренне раздавали вот эту свою любовь, да. Опять-таки, может быть, золотое правило не было соблюдено. Не соблю. В общем, я не выговорю. Не соблюли. Между двумя партнерами, мужчина, женщина, неважно, может быть, партнеры по бизнесу, 10 шагов, да, и каждый из нас должен пройти навстречу друг другу 5 шагов. В идеале, да, там один делает шаг навстречу, второй делает. А вы тут, скорее всего, были то ли наивны, доверчивы, то ли действительно настолько влюбились, что, может быть, даже вот эти вот 5 шагов пробежали вперед, не дождавшись от него, там, может быть, там полушага даже, может быть, все 8, там 9 шагов вы сделали сами. Тут как будто бы мужчина, ну, где-то корону начистили, где-то ему где-то показали, насколько он для вас важен. Его значимость вот тут вот гипертрофирована, она и так у него такая, скажем так, по павлину, а тут вы еще и добавили в его копилочку вот эти бонусы, да, вот ты для меня вот настолько важен. Тут урок, тут карта токсичность, как можно собственными где-то отчасти действиями из лучших побуждений, да, как благими намерениями выслана дорога в ад. Вот тут где-то вопросы к самой себе, ну, для чего-то этот опыт вам нужен был. То, что вы воспринимали изначально как подарок небес, как удача, да, по факту, ну, как искаженная картинка. Ну, скажем так, если бы действительно мужчина вас ценил, то, я думаю, его бы не остановили ваши проявления тут
Просто мужчина такой, любит себя, несмотря ни на что, и вопреки всему, да, может быть, даже иногда стоит поучиться, как нужно себя любить, да. У кого-то так даже проиграется, девочки. В любом случае, тут карта токсичность, еще у меня выпали карты освобождения от чего? Карта всадник — это какие-то поверхностные такие проявления мужчины. Вот я приехал, я тебе дал, что я посчитал нужным, да, взял то, что хотел, все, что хотел, и ускакал. Если изначально вы на него смотрели, в принципе, одними глазами, карта рыба, удача, боже мой, это идеальный мужчина, а потом все изменилось. Карта воздуха, охлаждение, вы свое мнение о нем поменяли кардинально. Ну, вот какая-то такая у меня сигнификация вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Будь осторожна, скрытый враг. Кому тебе не нужно доверять? Кто этот человек? И почему ему не нужно доверять? Кто этот скрытый враг? То есть скрытый — это уже говорит о том, что он камуфлируется, он скрывается. Скрытый враг. Почему не нужно ему доверять, этому товарищу? Может, это женщина, не обязательно это мужчина, да? Неважно, мужчина или женщина. Скрытый враг, кто он? Почему не нужно ему доверять? Скрытый враг, кто он? Почему ему не нужно доверять? Смотрим. Ваш на данный момент, да? Осторожно. Скрытый враг. Кто? Да ё-моё. Ну чё, павлин вышел? Да вы и так, по-моему, уже ему не доверяете. Так, ну, девочки, ну, токсичный этот павлин у меня вышел. Ну, что, я ж ничего другого вам не вытащу. Ваш скрытый враг. Сейчас буду уточнять еще. Угу. Это этот же мужчина, о котором речь шла. Да. Угу. Мужчина, который на самом деле любые шансы будет использовать. Для чего? Ну, для собственного счастья, для, может быть, там даже возможные какие-то шансы с вами реализовать, будет использовать. Так, реализовать только для чего, понимаете? Для чего реализовать? Отторжение. О чем это? Манипуляция. Знаете, тут как будто бы мужчина может шансы использовать, но не для того, чтобы вы там, может, придумали себе, ну, напланировали, а тут, скорее всего, у него свое видение вот ваших взаимоотношений, ситуации какой-то. Человек хотел бы управлять, человек хотел бы видеть вас вот такой марионеточкой. Как будто бы, чтобы все было по его правилам. Так, давайте посмотрим, какой мужчина. Ну, мужчина очень похож. Это мужчина, да? Мужчина, для которого неприятным стало открытием, если вы там занимаетесь эзотерикой, ведьмоведающая, да, можете считывать, или как будто бы как прочитали его, считали, как открыли его, ну, истинное лицо, как суть его. Карта сущность у меня. Тут для него это неприятным открытием явилось, да, таким каким-то, ну. Так,
Почему скрытый враг? Почему он как скрытый враг? Потом посмотрим, почему нужно, вернее, не нужно ему доверять. Тут, знаете, вы для него этим лакомым кусочком, конечно, являетесь. Энергетически наполненная женщина. Женщина, которая ресурсная, от которой можно еще что-нибудь взять. Тут как будто бы вот так вот. Так, ну показана мужчина, тут карта токсичность, павлин. Это, знаете, настолько человек в первую очередь, опять-таки, думает о себе. Тут эгоизм зашкаливает у человека. Тут как будто бы он особо не привык с кем-либо, знаете, считаться, если можно так сказать, да, как-то так. Так, показано человек, который осознанно тут как свое сердечко вырезал. Может быть, даже поработал над тем, чтобы то ли в какой-то коллектив влиться, а может быть, как вверх по социальной лестнице подняться, да, как будто он говорит, если бы я оставался, допустим, таким, каким я был раньше, там, чувственным, эмпатичным, да, человеком, который там, ну, более эмоциональный там, да, или можно считать как более слабый, да, он это говорит. Если бы я был более слабым, я не достиг бы того, чего я достиг, или планирую достичь. Вот тут как-то так. Он говорит, что в том обществе, в котором он сейчас находится, обитает, ведется постоянная охота. И либо ты ешь кого-то, либо тебя съедят. А он не хотел бы быть этой белой вороной. Тут как будто бы человек принял условия игры и изменил себя сам. Вот тут он мне так говорит. Карта метла, приворот звезды. Так. Вокруг него очень много сплетен. Очень много сплетен. Почему-то его с какими-то женщинами тут связывают. Но опять-таки, карта воровства — это часто характеристика на человека, который, имея постоянную там женщину, может где-то позволять себе какие-то форматы, да, приехал, провел весело вечер, ночь и ускакал. При этом не берет ответственности, при этом может даже выстраивать так взаимоотношения, как будто бы, дабы потом не было там у женщин, которые соглашаются на эти легкие форматы, никаких претензий. Ну, из той серии, ты же сама этого хотела, какие теперь претензии ко мне. Тут как-то так вот тут может быть. Так, звезды. В принципе, амбициозный, может ведом быть какой-то идеей, миссией. Опять-таки, мечта у него какая-то есть. Ты чё? Не пойму я. Какая-то женщина остается для него привлекательной, сексуально привлекательной и, ну, как будто бы непонятные отношения, какие-то такие, то ли троеточие во взаимоотношениях, но он в отношении этой женщины сейчас бездействует, ничего не делает. Для него тяжелая ноша, и для него все равно как будто бы оставляет себе какие-то лазеечки. Тут карта парусник, как будто бы надеется, что после может быть какое-то, знаете, как затишье, охлаждение. Карта игра, вновь какая-то игра возобновится. В карте парусник что-то новое, прекрасное может случиться. Знаете, как историю какую-то не доиграли, не допрожили. Вот тут вот так вот. Ну тут игра, девочки. Тут дело в том, что помимо действительно каких-то эмоций он тут, да, испытывает к этой женщине, понятно, влечение. Но тут еще и игра включается какая-то. Ну, такой вот мужчина мне вышел.
Почему не стоит ему доверять? Ух ты, ё-моё, ответ. Огромное количество каких-то женщин, дьявол. Ничего ж себе. Потеря. Ну, давайте так, прям то, что на поверхности, я это считываю, я не могу это игнорировать. Этот мужчина окружен большим количеством женщин, вполне возможно, по дьяволу. Тут, знаете, какие-то такие связи, и в принципе он ведет образ жизни такой. Может быть, тут, конечно, много искушений еще со стороны женщин. Женщины сами, вполне возможно, могут себя чуть ли не предлагать, да. Я не оспариваю это. Но тут как будто бы говорят, тут карта потери, утраты. Может быть, вы переживали эту потерю, утрату по поводу него, расставания с ним, да. Может быть, проживали это все. Но тут говорят, карта представления, этот мужчина мог манипулировать вами, манипулировать даже вашими чувствами. То есть он вам показывает то, что он считает нужным, и скрывает, соответственно, то, что он хотел бы скрыть, и это он мастерски делает. Как будто бы перед многими женщинами может такое представление разыгрывать. Так, ну как бы там ни было, вам говорят, вы уже отчасти благодаря коммуникациями с этим мужчиной, да, этому опыту, каким бы он ни был, вы переродились в императрицу, девочки. И вам говорят, почему нужно быть осторожным и не нужно ему доверять, потому что, ну, честно говоря, ничего хорошего этот мужчина, ну, если он заново придет в вашу жизнь, войдет, ничего хорошего он вам не принесет. Тут карта тяжесть. Тут зачем? Вы как будто бы самодостаточная, роскошная тут женщина. Зачем вам к своей ноге вот эту гирю привязывать в виде гиря и тут в виде же черной кошечки? То есть это как, знаете, как это, мина замедленного действия, да, или как будто бы в любой момент вам, ну, не что-то хорошее от этой связи будете иметь, а в любой момент какой-то, не знаю, может, разрушение, удар можете получить. Карта, ну, карта рассорка, я буду ее считывать так, знаете, как будто бы все уже это произошло в вашей жизни, вы уже выяснили отношения для себя, осознали, почему вам с этим мужчиной не по пути. Карта смерть, трансформация уже запущена, все, вы уже стали совершенно другой, никогда уже не будет так, как прежде. Тут почему не нужно еще ему доверять? Карта сущность, это человек, вот тут представление, тут сущность. Он мастерски может, как вам сказать, как хамелеон, да, приспосабливаться, находить общий язык, может быть, находить нужных людей, в моменте находить нужные слова. Но это карта сущность. Тут я уже как будто бы уже запутался он сам, каким он является. Ну, тут как будто бы, ну, этот человек вот точно равно как хамелеон какой-то. Как будто бы вы, если с ним заново войдете во взаимоотношения, да, ну, он как скрытый враг, ну, лучше остерегаться его. Он может показать вам свою очередную какую-то личину, у кого-то вот свою сущность покажет, и это будет для вас очень неприятным открытием. Как будто бы зачем вам эти проблемы? Вот такой мне вышел расклад сегодня, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.